подчеркнуть, какова великая наша удача и сопровождающее нас благословение, поскольку не так много из преданных искон посетили когда-либо Нагдвар. Because it's very far from Vrindavan. Потому что он очень далеко находится от Вриндавана. And there's a purpose for that. И есть причина тому. Gopal was one of the deities that was moved from Vrindavan when Aurangzeb attacked to destroy the temples, the deities, and the Vaishnavas. Гопал был одним из тех божеств, которые были перемещены за пределы Вриндавана, в то время, когда знаменитый Аурангзеб третировал храмы и преданных во Вриндаване. The Gopal deity, Gopal is known as Nathji, two ways of addressing this deity. Другое имя Гопала это Наджи, это два имени, по которым можно обращаться к этому божеству. He's another one of those deities that was installed by the great grandson of Krishna, Brajanav, after the Lord's departure. Он является одним из тех божеств, которые собственноручно установил правнук Кришны Враджанабха после того, когда Господь Кришна покинул эту планету. We told the story after Krishna disappeared. Then Brajanav installed all these deities to pacify all the devotees. Я уже рассказывал историю о том, как после того, когда Господь Кришна ушел с этой планеты, для того, чтобы успокоить сердца отчаявшихся преданных, Враджанабха установил его божества во всей округе Вриндавана. The Muslims invaded many times. Множество раз нападали мусульмане. So gradually, most of those deities were hidden away to protect them. Таким образом, большинство этих божеств, в конце концов, оказалось спрятанными в целях их сохранности. Apparently, the Gopal deity, which is a deity of Krishna holding up Govardhan Hill, насколько известно, Гопал, то божество, в форме которого Кришна стоит, поддерживая на мизинце холм Говардхана, the Brajavasis hid him in the thick foliage, the jungle around Govardhan Hill. Браджаваси спрятали его в густых зарослях неподалеку от Говардхана. And later, he was discovered by the great devotee Mадхавендра Пури. И позже он был обнаружен великим преданным Мадхавендрой Пури. And then Aurangzeb attacked Vrindavan, and the Bajaris took that deity. Actually, he was lost in time because of certain invasions. Then he was hidden at Govardhan. Then Madhavendra Puri found him, and then Aurangzeb attacked Vrindavan. He was moved again down here to Nagpur. В действительности божество было затеряно, потому что время летело очень быстро, и в конце концов оно оказалось вот так вот в джунглях, но в конце концов после очередного нападения Аурангзеба преданные решили снова перепрятать его. And presently, this deity of Gopal Nathji, he's being worshipped by the Vallabha Sampradaya. И на сегодняшний день этому божеству Гопала поклоняются преданные Валабха Сампрадая. So in our discourse this morning, we will speak as much about Madhavendra Puri as we do the Gopal deity. И сегодня мы будем в равной степени обсуждать и личность Мадхавендры Пури, и божество Гопала. That's because the pastimes of the Lord and His devotees are inseparable. Потому что игры Господа с участием Его преданных, в данном случае эти личности неразделимы. Inseparable because of their intense love for each other. Они неразделимы в силу своей сильной любви друг к другу. Because, well, like even in this world, when you think of a couple, for example, you think of Bhattacharya Prabhu, then you immediately think of Kosharupa, because that's his beloved wife. They've been together for 33 years. Поскольку даже в этом мире это именно так и бывает, например, подумав о какой-то супружеской паре, к примеру, Бхаттачарьи Прабху, мы немедленно вспоминаем его супругу Кошарупу Матаджи, потому что они находятся неразлучно вместе в течение 33 лет. You think of Kosharupa, you think of Bhattacharya. И наоборот, подумав о Кошарупе, вы вспоминаете Бхаттачарьи Прабху. Many times people will meet Bhattacharya. Where's your wife? Or they'll meet his wife. Where's your husband? Oh, he's traveling for 1 year with Indradyumna Swami. Часто бывает так, что, видя Бхаттачарьи Прабху, его спрашивают преданные, а где ваша жена? Или, видя ее, спрашивают, а где ваш муж? И она отвечает, о, вы знаете, он уже давно путешествует вместе с Индрадьюмной Свами. It's the nature of love. And therefore, when we speak of married couples, we often think of them as one body
and each half, and they say the wife's the better half. Такова сила любви, и о парах думают как о неразлучных, но в то же самое время женщин называют в силу их природной красоты лучшей половиной человечества. So it's the same when we think of the Lord, we think automatically we think of His devotees because they're intertwined in such loving relationships. We think of devotees, we think of the Lord. Поэтому, естественным образом, когда мы говорим о Господе, мы вспоминаем Его преданных, потому что они вместе совершают свои развлечения, и они таким образом неразлучны. Inseparable because of love. Неразлучны в силу существующей между ними любви. When you think of Rupa Goswami, you think of Govindaji. Подумав о Рупе Госвами, вспоминайте Говиндаджи. And when you think of Govindaji, you think of Rupa Goswami. И думая о Говиндаджи, вы вспоминаете Рупу Госвами. When you think of Damodar, you think of Jiva Goswami. Вспоминая Дамодара, вы вспоминаете Дживу Госвами. When you think of Jiva Goswami, you think of Damodar. И наоборот, подумав о Дживе Госвами, вспоминаете Дамодара. So like that. So when we talk about the Gopal deity, we talk about Madhavendra Puri. When we talk about Madhavendra Puri, we talk about Gopal because they're intertwined in a very intimate, deep, loving relationship, which includes many, many pastimes. И из-за того, что Мадхавендра Пури и Божество Гопала участвуют во множестве различных игр и ситуаций вместе, они связаны очень тесно друг с другом, практически неразлучно, поэтому каждый раз, когда мы говорим о божестве, мы вспоминаем преданного, и вспоминая преданного, мы думаем о божестве. These are affairs of the heart. Таковы сердечные интриги. And there's a very beautiful portrayal, or you could say, well, I've seen a painting of Radha and Krishna together, and they're embraced in such a way that they're just, their arms and their legs are entwined, just like vines around the trunk of a tree. It's very beautiful, and this portrays the intimacy of their love. The artist has done it in such a way they're totally embraced, but in a very artistic way. You can't separate one from the other because of their intimate love. Существует знаменитый плакат, продукт индийской полиграфии, на котором Рада и Кришна изображены так тесно сплетенными друг с другом, что невозможно практически найти начало тела ее или его, и их одежды, и их конечности, все перепутано для того, чтобы передать интимную близость любовных отношений. And that's why Radharani has that name, Anapayini. She's never separated from Krishna. Even it appears she's separated, even in separation, she's even closer to Krishna in the mood of vipralamba, bhav, or feelings of separation. Поэтому известное имя Радхарани — это Анапаяни, та, которую невозможно отделить от Кришны. И даже если она находится где-то на расстоянии от Кришны, она вместе с ним в силу своей випраламба бхавы, любви в разлуке. That's why Krishna is always surrounded by loving devotees. Вот почему Кришна всегда окружает преданные, которые влюблены в Него, who are eager for loving exchanges. Которые с нетерпением ждут начала любовных взаимоотношений. Rupa Goswami states in the Bhakti Rasamrita Sindhu that this is one of the characteristics, the four characteristics that distinguish Lord Narayan from Lord Krishna. That Krishna is always surrounded by big groups of devotees, like bumblebees, engaged in loving pastimes. Поэтому Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Синдху говорит, что Кришна и Вишну очень сильно отличаются друг от друга, потому что Кришна всегда окружает его преданные, которые снуют вокруг него и вьются, подобно шмелям, вокруг опьяняющих, благоухающих цветов. You can add this to your list of transcendental items to memorize, statistics. Вы можете эту статистику добавить к вашему списку необходимых для памятования вещей. Did you memorize the four hills that represent the heads of Brahma and Varshana? Вы запомнили название 4 холмов, которые представляют 4 головы Господа Брахмы? Okay, here's 4 more transcendental items you have to memorize. The 4 characteristics that distinguish Krishna from Lord Narayan. И вот я вам сейчас привожу еще 4 важных статистических данных, которые отличают эти 4 признака Господа Кришну от Господа Нараяны. In other words, Krishna is better than Narayan, although he is Narayan, for 4 reasons. Иначе говоря, Кришна лучше Нараяны, хотя он является Нараяной по сути, но он лучше его по 4 причинам. Venu Madhurya. It means that Krishna plays a flute.
Вену Мадхурия. Это говорит о том, что Кришна играет на флейте, with which he melts the hearts of his devotees. Звуками которой он растопляет сердца своих преданных. Narayan doesn't have a flute. У Нараяны флейты нету. Prema Madhurya. Prema Madhurya means that Krishna has childhood pastimes that are madhur, 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 very, very sweet. You never hear about the childhood pastimes of Lord Narayan because he's worshipped in great awe and reverence as the king of Vaikuntha. So he doesn't have any childhood pastimes. But the childhood pastimes of Krishna, very dear to the Vaishnavas, because Krishna becomes your baby. Oh la la, mama. God saying, mama, la la, mama. You can't have that madhur in the opulence of Vaikuntha. Один из других признаков это према Мадхурия, то есть сладость детских игр Господа Кришны. Они настолько переполнены сладостью, что преданные очарованы ими, и нельзя говорить о детских играх Господа Нараяны, потому что ему всегда поклоняются с почтением и благоговением. Но вот Господь Кришна позволяет себя, как младенца, брать своим родителям на руки, и тогда мама говорит «ла-ла», Кришна говорит «мама», и вот так вот «о-ла-ла», они обмениваются любовью. And Lila Madhurya means that Krishna's pastimes are especially sweet to his devotees who, as a result, like honeybees go for honey, the devotees are always surrounding the Lord's lotus feet, eager for some service and some reciprocation. И термин «лила Мадхурия» означает сладость лотосных стоп Господа, которым, как к меду, пчелы стремятся преданные для того, чтобы насытиться ими и полностью погрузиться в эти развлечения Господа. And number 4, И четвертый признак Rupa Madhurya. It means Krishna's beauty far surpasses Lord Narayan's beauty. Jai Sri Krishna! I probably will sometimes say our Krishna. И Рупа Мадхурия, то есть говорится о том, что по красоте Господь Кришна очень сильно превосходит Господа Нараяну, поэтому мы говорим «Джай Шри Кришна», и мы в таких случаях так сильно любим Кришну за его красоту, что говорим «это мой Кришна». So Rupa Goswami concludes, therefore Lord Narayan is always eager to have Krishna's darshan. И подводя черту, Рупа Госвами говорит, именно поэтому преданные так сильно стремятся получить даршан Господа Кришны. So Lila Madhurya means devotees always want to be part of the pastimes. Лила Мадхурия означает, что преданные очень хотят участвовать в играх Господа. So it's appropriate that such a special deity of Krishna like Gopala holding up the Govardhan hill would be rediscovered by a devotee of the caliber of Madavinda Puri. И поэтому совершенно уместно и оправданно то, что такое прекрасное божество, как Гопал, было найдено таким великим преданным, как Мадхавендра Пури. Just like Brahmanas marry Brahmana girls, Kshatriyas marry Kshatriya girls, Vaishyas marry Sudra. So very high caliber form of the Lord requires a very special devotee to rediscover him and engage in his pastimes. That's Madhavinda Puri. Потому что, как говорится, брахманы женятся на брахманках, кшатрии на кшатрийках и так далее, вайши на вайшийках. И именно поэтому для того, чтобы обнаружить такое прекрасное божество, как Гопал, потребовались усилия такого великого преданного, как Мадхавендра Пури. Just like Prabhupada said one time, my Guru Maharaj was no ordinary spiritual master. He saved me. Как однажды сказал Шрилапада, мой духовный учитель не был обыкновенным человеком, он спас меня. Of course, we never think of the spiritual master as ordinary, but this is just to stress. Prabhupada was stressing how special he felt his Guru Maharaj was, that he saved him from material existence, quote unquote, and delivered him to the lotus feet of Krishna. He was so grateful. He's no ordinary spiritual master. He delivered me. Поэтому, естественно, мы никогда не говорим о духовном учителе как обыкновенной личности, но Шрилапада применил здесь это сравнение для того, чтобы в кавычках подчеркнуть, что он был спасен своим духовным учителем, для того, чтобы выразить всю глубину своей признательности и почтения к своему духовному учителю. So Madhavinda Puri is no ordinary devotee. He doesn't come from Vaikuntha, all due respect. He comes from Golok. И поэтому, хотя Мадхавендра Пури великий преданный, он не приходит
с Вайкунтхи, он приходит с Галоки. He is the incarnation of a Kalpavriksha tree. Он является в действительности воплощением дерева Калпаврикша. I said that one time, and one devotee went, "That's all?" Я однажды это сказал, и преданные меня спрашивают, и все, что ли? This is offensive behavior, actually, because one time Prabhupada said, anyone who thinks the love of Mother Yashoda is inferior to the love of Radharani, he's an offender. It's all absolute. It's all different varieties of love. Variety is the spice of life. Подобное поведение можно посчитать за оскорбительное, потому что каждый, кто утверждает, что любовь мамы Ишоды к Кришне уступает любви Радхарани к Кришне, будет оскорбителем, потому что все эти разновидности любви на трансцендентном уровне являются лишь небольшими отличиями, едиными по сути. And anyway, Shri Rupa Goswami has explained that whatever one's rasa is with Krishna in the spiritual world, whatever service one has, whatever paraphernalia there is in Vrindavan, all of that ultimately is to facilitate the Madhurya Lila pastimes between Radha and Krishna in different ways. It all culminates in Madhurya Ras. That is Vrindavan. Все эти разновидности рас являются как бы разновидностями специй, но нужно учитывать, что все параферналии, все места во Вриндаване, все участники этих развлечений Господа служат лишь одной цели – устроению Мадхурья расы Господа, его сладостных любовных развлечений. And Brahma Samhita, which we mentioned yesterday, is one of the most important scriptures in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, glorifies the Kalpavriksha tree. И Брахма Самхита, который, как мы сказали вчера, уже является одним из самых возвышенных произведений в истории вайшнавской литературы, прославляет, в свою очередь, деревья Калпаврикша. Chintamani pakarasaramsu Kalpavriksha Laksha Vitesha Shudavira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Satasambram Yaseyamanam Govindam Adipirusham Tamaham Bhajami. So we are used to thinking in higher and lower terms relative. On the spiritual platform, everything is absolute. Поэтому надо учитывать, что, находясь в этом мире, мы говорим о чем-то вышестоящем или нижестоящем, и относительном или сравнительном, но нужно помнить, что в духовном мире все является абсолютным по природе. And we can further appreciate Mадхавендра Пури because he is one of the three persons who actually, only three persons can understand the deep Mahabhav of love of Godhead. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puri, and Srimati Radharani. So, he's a very special devotee, Madhavendra Puri. И нам с вами нужно по достоинству оценить масштаб личности Мадхавендры Пури, потому что во всем творении существует только три личности, которые могут оценить по достоинству глубину Радхабхавы. Это Радхарани, это Мадхавендра Пури и сам Господь Чайтанья. Можете представить себе, в каком ряду он находится. We'll never understand it because we're jivas, but we can worship it. Будучи живыми, никогда не можем понять суть этих игр, но мы можем им поклоняться. So, Madhavendra Puri, although the idea of this Madhurya Ras, this intimate love of Krishna with the gopis, particularly Parikya Bhav, unmarried love, although there's some hint of that, subtle hint of that in the Vedas, and a few very special personalities through the eons of time understood it, for all practical purposes, it was Madhavendra Puri, even before the appearance of Lord Chaitanya, who introduced the idea of this very sweet, intimate, loving relationship with Krishna like the gopis have. That was introduced by Madhavendra Puri. В ведических писаниях существуют намеки на сладостные развлечения Радхи и Кришны, или Гопи и Кришны, и намеки на Паракея Бхаву, то есть любовь вне брака, на ее особую сладость. Но нужно помнить, что еще до прихода Господа Чайтаньи это был именно Мадхавендра Пури, который оценил по достоинству возвышенность этих любовных отношений и указал преданным на их важность. Another evidence of his special status as a Vaishnava is that he was the spiritual master
of Advaitacharya, a member of the Panchatattva. Еще одно указание на его возвышенное положение состоит в том, что он был духовным учителем Адвайта-ачарьи, известного участника Панчататтвы. So such an exquisite deity was rediscovered by such an exquisite devotee who reestablished his worship in very grand fashion. Вот таким образом, это прекрасное божество было найдено таким возвышенным преданным, который восстановил поклонение ему в роскошной манере. Actually, we can appreciate Madhavendra Puri even more in his relationship with Lord Nityananda. Личность Мадхавендра Пури можно глубже понять через изучение его взаимоотношений с Господом Нитьянандой. At one point, Lord Nityananda took it upon himself to travel and visit all the holy places in India, to go on parikrama, just like we're doing. We're simply following in the footsteps of the Lord and His great devotees by going on parikrama. В один прекрасный день Господь Нитьянанда пожелал отправиться на парикраму в сопровождении своих преданных для того, чтобы обойти всю Индию, все святые места. И это точно так же, как мы сегодня находимся на парикраме, обходя святые места. So it just so happened that Madhavendra Puri, who was also a sannyasi traveling, he came to this part of India, right around here, and Lord Nityananda happened to come right near here. They met in this area. И так уж произошло, что в это же самое время, будучи саньяси, Мадхавендра Пури тоже обходил святые места, и именно здесь, в этом особом месте на Дваре, они повстречались. And when Lord Nityananda his eyes first fell upon this transcendental person, Madhavendra Puri, it's written that he fainted away in a swoon of ecstatic love, and his transcendental body became completely still. И говорится, что как только Господь Нитьянанда завидел трансцендентного Мадхавендра Пури, немедленно в его теле проявились все признаки трансцендентного экстаза, и он буквально замер, не шелохнувшись. And when Madhavendra Puri gazed upon the transcendental form of Lord Nityananda, tears started flowing from his eyes like torrents of rain. His hair stood on. He tried to speak, but he couldn't say anything. He also fell unconscious on the ground. И Господь Нитьянанда таким образом пал без сознания и замер. И когда Мадхавендра Пури увидел его, Господь Нитьянанда, говорится, что слезы ручьями полились из его глаз, волосы стали на его теле дыбом. Он пытался что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова, и тоже пал в трансцендентном экстазе. And when these two exalted personalities came back to external consciousness and opened their eyes, they put their arms around each other and just shed tears of joy. И когда эти обе возвышенные трансцендентные личности очнулись, они обнялись и облили друг друга слезами радости. And Lord Nityananda said, и Господь Нитьянанда сказал, Today I have received the fruit of all my travels to holy places just by meeting Madhavendra Puri. Сегодня, просто повстречав Мадхавендра Пури, я достиг плода всех своих усилий по посещению святых мест. By seeing the feet of Madhavendra Puri, I have received the treasure of love of God. Созерцая стопы Мадхавендра Пури, я обрел сокровище любви к Богу. And now my life has become truly blessed. И тем самым моя жизнь воистину благословена. And Madhavendra Puri said, и Мадхавендра Пури в ответ сказал, Never before anywhere in all my travels to all the holy places. Никогда ранее, во время всех моих путешествий по святым местам, have I ever experienced such love as this upon seeing the divine form of Lord Nityananda. Я когда-либо испытал такой уровень любви, как при встрече с Господом Нитьянандой. I can understand the Lord is merciful to me now that I have a friend like Nityananda as my close companion. Я понимаю, что Господь очень милостив ко мне, поскольку теперь я обрел такого прекрасного друга и компаньона, как Господь Нитьянанда. Now another symptom of characteristic of Madhavendra Puri's exalted nature is his departure from this world. Еще одним качеством, которое говорит о трансцендентной природе Мадхавендра Пури, является факт его ухода из этого мира. It's called you could say the final instruction. Эту ситуацию можно назвать его последними наставлениями. That we're all performing our varieties of devotional services and chanting various mantras and taking tasty prasada and developing relationship.
just to come to the exalted stage of being able to remember Krishna when we die. Мы совершаем все действия при этом служении, включая поклонение божествам, вкушение прасада и так далее, только с одной целью, для обретения способности памятовать постоянно о личности Бога. And Madhavendra Puri on his deathbed, he was absorbed in the highest state of Krishna consciousness, feelings of deep separation from Krishna. И на своем смертном одре Мадхавендра Пури проявил трансцендентные признаки глубочайшей любви в разлуке с Господом. In fact, he was crying so much in separation. One of his disciples, so-called disciples, said, Guru Maharaj, you're not supposed to be lamenting when you die. You're supposed to be dhira. You're supposed to be very sober. What's wrong with you, Guru Maharaj? Так сильно он плакал, на самом деле, в момент своего ухода из этого мира, что один из его учеников сказал: Гуру Махарадж, как же так? Почему вы так сильно плачете? Нужно быть тхирой, нужно собраться и быть серьезным в момент смерти. He didn't know the difference between material lamentation and spiritual lamentation. Этот ученик не смог понять разницу между сожалением материальным и сокрушением духовным. Just like I often say, and now Bhattacharya Prabhu is also using the reference that when they asked Gaur Govinda Maharaj, the newspaper reporter asked him, what is Krishna consciousness? We want to write in the newspaper for the general public. What is Krishna consciousness? Gaur Govinda Maharaj is like Avaduta. What is Krishna consciousness? It is crying, 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 crying. You print that. Так, например, Бхаттакхари Прабху иногда приводит воспоминания о Гуру Махараджа, к которому однажды обратился репортер для очередной газеты «Искон» и задал ему вопрос: «Махарадж, что такое, по-вашему, сознание Кришны?» И Гуру Махарадж сказал ему: «Сознание Кришны — это значит плакать, плакать, плакать и плакать». Так и напечатайте. How do we understand that? That's what we want to achieve, to always be crying? Separation? Как же понять это правильно? Неужели мы на самом деле обречены на то, чтобы постоянно плакать от разлуки? Perhaps we can get a slight understanding in the English statement, separation makes the heart grow fonder. In separation from someone, always thinking, meditating, your attachment to them grows. So Krishna leaves, so the residents of Vrindavan's attachment to him will grow, and he never comes back. Your future is very bright. Пожалуй, понять смысл этих чувств в разлуке с кем-то можно лучше, используя английскую поговорку, в которой говорится, что если мы думаем в разлуке о ком-то, то сердце наше, в конце концов, утихомиривается, успокаивается. И таким образом, мы думаем постоянно о Кришне, мы вспоминаем о нем, мы страдаем от разлуки с ним, и плачем, и мы должны знать точно, что он так никогда и не вернется. Вот такова наша перспектива. So there was another disciple tending to Madhavendra Puri in his deathbed as well. His name was Ishvara Puri. При смерти Мадхавендра Пури, его смертного одра, находился еще его один ученик, которого звали Ишвара Пури. And he was very deeply realized disciple and therefore devotee, and he was rendering very menial service because on his deathbed his Guru Maharaj cleaning his stool, cleaning up his urine, redressing him, singing songs of Krishna, reading Bhagavatam. He was properly attending his Guru Maharaj. И его можно назвать настоящим учеником Мадхавендра Пури, потому что присутствие при смерти своего духовного учителя у его смертного ложа, он надлежащим образом заботился о своем духовном учителе. Он убирал его выделения, он пел баджаны для него, он заботился о нем как следует. So he kicked that other disciple out. И таким образом другого ученика просто выкинули наружу. Because he had matured to the stage of understanding this deep separation his guru was feeling from Krishna. So he understood it was not mundane, it was transcendental lamentation. Потому что Мадхавендра Пури понял, что эти чувства разлуки на смертном ложе, испытываемые Мадхавендра Пури, не были каким-то мирским чувством. And Madhavendra Puri in his ecstasy, he was constantly repeating one verse over and over and over and over again that we find in the Madhya Lila section of Chaitanya Charitamrita. If there's any verse that you want to memorize in Krishna consciousness in order to achieve perfection,
this is the verse you should memorize. И в своем предсмертном экстазе Мадхавендра Пури вновь и вновь повторял один и тот же стих, который приводится в Мадхья-лиле Читания Чаритамриты. И если в вашей жизни вам нужно заучить какой-либо стих для того, чтобы быть способным памятовать о Господе, то это именно тот стих. We have our external verses for preaching. Bhagavad Gita. Hey, sarva dharmam parityajya mamekam saranam bhajaham. Just abandon everything, surrender to Krishna, he'll protect. Then we have the internal verses that we cultivate for our own development and progress in Krishna consciousness. We may not say these verses in public, but they're going on repeatedly in our heart of our hearts, hoping against hope to attain that exalted stage of Vipralambha Bhava. Для внешней проповеди мы используем довольно сильные по содержанию стихи, как, например, известный стих 18.66 из Бхагавад-гиты «Сарвадхарман паритяджа». Но другого совершенно содержания стихи мы таим в глубине своих сердец, поскольку именно они, их содержание, дают нам надежду при любых обстоятельствах на то, что мы однажды обретем любовь к Богу. Just like you may have inherited some valuable jewelry from your parents, you keep it gupta, you keep it hidden. You show it to a few close friends, maybe your children, then you pass it on. It's hidden. So the gopis' love for Krishna is the most cherished, the most valuable thing, but they don't share it publicly. They share it amongst the girls themselves, and they share it with Krishna. Если вы получите в наследство своих родителей драгоценности какие-то, то вы не будете хвалиться ими и трясти на публике. Вы можете любоваться ими в узком кругу своих друзей или семьи и будете передавать их тоже, в свою очередь, по наследству. Точно так же гопи не демонстрируют свою любовь к Кришне открыто, они делятся ею в своем узком кругу, а также делятся ею с Кришной. Like the basic truths are there in Bhagavad Gita, that's the ABCs. So Bhagavad Gita class we hold publicly, but Bhagavatam class, which culminates ultimately in 10th canto, and that's why Prabhupada wrote the Krishna book, which was a summary of the 10th canto, just in case he didn't live that long. He felt it was so important. The Bhagavatam class more or less is for devotees. It's not, because it's more intimate discussions. Мы даем лекции по Бхагавад-гите публичные, и они являются азбукой духовной жизни по содержанию и сути, но лекции по Бхагаватам мы проводим в узком кругу преданных, и мы знаем, что весь Бхагаватам был устроен таким образом, чтобы привести к логической вершине изложения, то есть 10-й ее песни, которую Шрила Прабхупада старался закончить как можно скорее при своем физическом присутствии здесь, поскольку там содержатся возвышенные сокровенные истины для узкого круга преданных. So the verse that Mадхавендра Пури was pouring out from his heart at time of his departure from this world is considered by Gaudiya Vaishnavas to be the essence of expression of the mood of separation. Тот стих, который без конца повторял Мадхавендра Пури на своем смертном ложе, этот стих считается среди Гаудия Вайшнавов сутью описания любви в разлуке с Господом. Gaur Govinda Maharaj, for practical praise, he just said cry, cry, cry. But the full expression of that mood is in the following verse. Гуру Махарадж в своем интервью сказал практически краткую фразу «плачьте, плачьте, плачьте», но суть этого наставления изложена в следующем стихе. Like you cook down milk. Допустим, вы увариваете молоко. You get some, kheer, then you keep cooking, and then cooking, and then down. At the very end, you get the hard burfi. This is cooking down Krishna consciousness, down, 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 to the very essence of Krishna consciousness. Well beyond us, but thank God we have the philosophy to know what is the param gatin, what we are trying to achieve in Krishna consciousness. We're not goalless. We have a goal, we know what it is, and we're trying desperately to achieve it. Допустим, вашей целью является приготовление кхира или других молочных сладостей, вы начинаете варить молоко до того, как оно превращается в твердое, густое барфи, в конце концов. И таким образом мы и практикуем сознание Кришны для того, чтобы добраться до его сути. У нас не бесцельное блуждание по духовным просторам. Мы стремимся к одной единой цели, к способности памятовать о Господе, погружаясь в описание его любовных развлечений. And here in Nagdwar,
where the deity of Madhavendra Puri is being worshipped, we can thank Madhavendra Puri for revealing this verse to us, the essence of Krishna consciousness. Находясь здесь, на Дваре, в этом возвышенном месте, мы должны поблагодарить Мадхавендру Пури за то, что он поделился с нами своим осознанием через этот прекрасный возвышенный стих. Ai dina dayardra nata he muthura nata kada volokshase hridayantwad aloka kataram dayita brahmyati kim karum yaham. O my Lord, O most merciful Master. О мой Господь, о наиболее милостивый Господин. O Master of Mathura. О Господин Мадхуры. When shall I see you again? Когда же я снова увижу тебя? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. Потому что, когда я не вижу тебя, мое взволнованное сердце теряет стабильность. O most beloved one. О мой возвышенный возлюбленный. What shall I do now? Что же мне теперь делать? That's the essence of everything. Outside of that, everything is nonsense. Это суть всей духовной жизни, и все остальное можно назвать просто чепухой. And we used to sing that song on Sankirtan И in the old days. в свое время мы пели этот стих на Санкиртане. I remember, I was devotee for 3 days, and my Sankirtan leader, Balaswa, he gave me the drum. He said, "Sing this song on Sankirtan." Я помню, как я только 3 дня был преданным, и мой лидер Санкиртана Бахулаша Прабху дал мне мридангу и этот стих и сказал: пой этот стих. We had paraphrased it a little bit. И мы немного его перефразировали. O my Lord, O gracious to the lowly, Thou art now living in Mathura. When wilt Thou come to me, O darling mine? My heart is burning in pains of separation. Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So, Такая песня была. is that right or wrong? Well, Namo Mahabharanaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Krishna Namaha. This is Rupa Goswami's surprise. Хорошо или плохо, можно оценить, выслушав сюрприз, который преподнес нам Рупа Госвами, дав нам этот стих на Explanation about Lord Chaitanya. Там описывается Господь Чайтанья. My dear Lord Chaitanya, you're the most munificent, the most merciful incarnation ever to appear on the earth. Говорится, мой Господь Чайтанья, ты являешься наиболее щедрым и милостивым воплощением Господа, который когда-либо являлся на земле. Because you give the highest understanding of love of Godhead to the people who are most fallen. Поскольку наиболее падшим людям ты даешь наиболее возвышенное понимание верховной личности Бога. You're giving the highest, which, you know, this is what the highest concept is this Vipula, service and love. You're giving that to who? The sinful people of Kali Yuga. Namo Mahabharanaya Krishna Prem Padayate. How is this possible? You're so kind. Поскольку наиболее возвышенное понимание любовных отношений с Богом ты даешь падшим людям Кали-юги, как это вообще возможно? Ты так добр к ним. Of course, he gives them the process whereby, irregardless of how fallen they are, sinful are, they can become purified. What's more, awaken that bhav and understand that even in their lifetime. And what is that miraculous process? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Therefore, we should never chant nonchalantly, frivolously, inattentively. We should hang on every syllable of the Mahamantra, knowing what great mercy is there, that although we're fallen, we can achieve that exalted stage just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вместе с тем Господь дал милостиво сам процесс очищения, который позволяет падшим людям, невзирая на степень их падения, достичь высот понимания возвышенных отношений с Богом. И этот процесс заключается в воспевании святых имен. И мы должны в этой связи
не пропускать без внимания ни единый слог Махамантры при воспевании, должны с полным уважением и почтением и вниманием воспевать эти слоги святых имен. All glories to Mother Puri. Вся слава Мадхавендре Пури. Now, a little bit about the object of his love. A little bit about the object of his love. А сейчас поговорим немного об объекте его любви. Like, Badahari, what's kosher rupa like? Бадахари Прабху, как вы опишете свою жену Кошарупу? Sitala, what's Hariswari like? Ситала Матаджи, опишите своего So супруга. you ask Mадхавендра Puri, what's your Ishtadeva like? He'll pour his heart out. But if you ask Krishna, what's your devotee Mадхавендra Puri like? He'll also pour his heart out. Because that's the nature of love. There's always a competition between lovers to prove their love to their beloved. Through what? Through service. Такова природа любви, в которой влюбленные соревнуются в служении друг другу, и поэтому стоит одному из них задать вопрос о другом, как тот буквально взрывается потоками излияний, и то же самое правомерно в противоположном направлении. Как только другого вы спросите о первом, он тоже не может остановиться, описывая возвышенные качества своего возлюбленного. So we can just imagine that we've been speaking so much about Mother Puri. He's probably thinking, talk about my Gopal now. Talk about my Gopal. Представьте себе, вы говорите с Мадхавендрой Пури о Гопале, и он говорит, Гопал, и начинает безостановочно прославлять свое божество. So one day, как однажды, once upon a time, but it's a true story. Давным-давно, это правдивая история, однако. Mother Puri's travels brought him to Vrindavan. В своих путешествиях Мадхавендра Пури забрел во Вриндаван. And brought him to the most holy place in Vrindavan, which was Govardhan Hill. И попал на самое священное место во Вриндаване, это к холму Говардхана. And one of the most sacred places at Govardhan Hill, Govindakund. И пришел к Говиндакунду, который является наиболее священным местом во всей округе Говардхана. Traditional Vaishnava lore says that the Govardhan Shilas that come from Govindakund have a special potency. В вайшнавских кругах говорится, что Говардхан Шила, найденная в округе Говиндакунды, обладает особым могуществом. And I've seen that when devotees ask Bibi Govinda Maharaj, when they have darshan of his deity, where did you get that Govardhan Shila? He says, Govindakund. Я был свидетелем того, когда преданные спрашивали Биби Говинда Махараджа, а где вы нашли свой Говардхан Шилу? И он сказал, на Говиндакунде. So Mадхавендра Puri was tired from his parikrama. Мадхавендра Пури немножко устал от своей парикрамы. Ничего себе. And he was sitting under a tree at Govindakund, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and remembering Krishna. И сидел на Говиндакунде, воспевая святые имена и помня о Кришне. A good example. While he was chanting, he was remembering Krishna. Это прекрасный пример. Во время воспевания он вспоминал Кришну. The name, fame, form, pastimes, paraphernalia of Krishna. Его нама, рупу, гуну и лилу и его принадлежности. And all of a sudden, a very charming young cowherd boy came by and said, "Hey, Goswami, who are you?" И внезапно к нему подошел очаровательный мальчонка, который спросил его, «Эй, Госвами, ты кто такой?» And what kind of meditation are you doing? Что ты тут за медитацией занялся? I see that you are fasting because you're a little skinny. Why are you fasting? Я заметил, что ты тут постишься, и я сужу об этом потому, какой ты худой. А с какой стати ты постишься? I have brought you some doodh. Я принес I have brought you some milk. Я принес тебе немножко дуда, Please take this milk. молока. Отпей-ка его. Now, Mother Puri, he had been fasting and he was very hungry. И по правде говоря, Мадхавендра Пури постился и был очень голоден. But he was so enchanted by seeing the transcendental features, characteristics and personality of this boy that he forgot about his hunger and thirst.
Но он был так очарован зрелищем великолепия этого мальчика, его внешностью, его качествами, что он совершенно забыл о своем голоде. And without answering the boy's questions, he inquired from the boy. И так не ответив на вопрос мальчика, он ответил вопросом на вопрос. He said, "Who are you? А ты кто такой? Он спросил. And where do you reside? А где ты живешь? And how do you know I'm fasting?" И как ты понял, что я пощусь? So that charming, debonair, beautiful, effulgent cowherd boy replied, И этот маленький, сияющий, изящный, прелестный мальчик-пастушок ответил: I live here, this is my village. А я тут живу, это моя деревня. And in my village, Baba, no one goes hungry. И слушай, баба, в моей деревне никто не постится. You see those gopis over there, those elderly ladies, they've been watching you, and they told me to bring this milk to you. Дело в том, что за тобой подсматривали эти старшие женщины гопи, и они мне сказали, что я принес тебе молока. He says, "You take that milk. I have to go now and milk my cows. Пей это молоко, мне пора идти скоро, потому что я должен доить коров. But I'll come back in the evening to get the pot." Но вечером я вернусь за горшком. So the boy disappeared, and Madhavendra Puri, with great relish, he drank that doot, washed out the pot, and waited for the boy to return. Мальчик исчез, и с большим наслаждением Мадхавендра Пури выпил это молоко и стал ждать возвращения мальчика. But the boy didn't return. Но мальчик так и не вернулся. And some strange transformations came over the body of Madhavendra Puri the more he thought about that boy in separation. И по мере того, как Мадхавендра Пури думал об этом мальчике в разлуке с ним, в его теле происходили трансцендентные изменения. His hair started standing on end, his voice would tremble, he was perspiring. Он стал потеть, его голос стал дрожать, волосы стали дыбом. So towards the end of the evening, he kind of fell asleep, because these Goswamis only sleep 2 hours a day, so sometimes they fall asleep. И в конце концов к вечеру он уснул, потому что эти Госвами спали всего лишь по 2 часа, и вот он прикорнул на время. In his dream, that same cowherd boy appeared to him. И во сне к нему явился все тот же мальчик-пастушок. He took his hand, Взял его за руку, and picked him up and led him into the bushes that surround Govardhan Hill. помог ему подняться и повел его в заросли кустарника, которые окружали холм Говардхана. And there he said, "My dear Goswami, my name is Gopala. И сказал ему: мой дорогой Госвами, меня I'm зовут the Гопала, proprietor of this village, я живу в этой деревне, and I stay here in these bushes suffering и я сейчас в этих кустах нахожусь и страдаю from heat and rain and cold and wind. от жары, от холода, от дождя и ветра. Please take me out of here and install me on the top of this hill, Govardhan Hill, and build a very nice temple for me." Пожалуйста, вызвали меня отсюда, установи меня на вершине холма Говардхана и организуй служение мне. I was installed by Brajana, but when the Muslims came, the priest hid me in these bushes, and he fled and never came back. Я был вытесан из камня Ваджранабхой и установлен для поклонения, но в конце концов напали мусульмане, и священники спрятали меня здесь в кустах. Take me out of here, bathe me from Govindakund with water to refresh me. Вызвали меня отсюда и омой меня водами Говинда-кунды для того, чтобы освежиться. For many days I've been observing you. Я уже много дней слежу за тобой. And I've been wondering, when will Madhavendra Puri come to render service to me? И я все время задавался вопросом, когда же наконец придет Мадхавендра Пури, чтобы служить мне. I will accept your service due to your ecstatic love for me. Я обещаю, я приму твое служение в силу твоей экстатической любви ко мне. And by my appearance out of these bushes on top of the Govardhan Hill, all the fallen conditioned souls in this world will be delivered. И благодаря моему явлению из этих зарослей на благо всех обусловленных душ, я освобожу весь мир. So I thought it was very nice that the deity wanted to take service from his devotee Madhavendra Puri. Мне кажется замечательным моментом то, что Божество пожелало получить служение от своего преданного Мадхавендра Пури. And he explained why, because Madhavendra Puri had ecstatic love for Gopala. И он к тому же пояснил, почему, потому что у Мадхавендра Пури была экстатическая любовь к Гопалу. And I was remembering a modern day pastime.
Srila Prabhupada. Я помню некоторые события давних дней с участием Шрилы Прабхупады. One time Prabhupada explained that when he was very young, his father gave him a set of Radha Krishna deities. Однажды Шрила Прабхупада рассказал нам, что когда он был еще маленьким мальчиком, его отец преподнес ему божества Радхи Кришны для поклонения. And he played with them and then worshipped them as a boy as he grew up. Он играл с ними и поклонялся им по мере своего роста. But when Prabhupada entered Scottish Church College, is that what it's called? He realized he didn't have much time, so he put the deities to sleep and he put them in a box in a cabinet in his room. Но когда Прабхупад поступил на учебу в шотландский христианский колледж, он понял, что у него нет времени для поклонения, и, поместив божества в коробочку, поставил их на полку. And in the same way, one night when Prabhupada was in college, he had a dream, and his deities appeared to him in the dream. И точно так же в один прекрасный день, когда Прабхупада был студентом этого колледжа, ему во сне явились его божества. They said, Abhay, why are you keeping us locked up in this box? Они сказали: Абай, почему ты нас держишь закрытыми в этой коробке? We are eagerly awaiting to receive service from you, because of course Prabhupada's service was on the level of Mадхавендра Пури, ecstatic love. Мы с нетерпением ждем, когда ты начнешь нам поклоняться, и нужно понять, что Прабхупада на трансцендентном уровне находился, не уступающий Мадхавендре Пури. So Prabhupada woke up, took the deities out of the box, and found time to worship them despite his busy schedule. Прабхупада проснулся, вынул божества из коробки и начал им поклоняться, несмотря на свою занятость. So when Mадхавendra Puri woke up, he understood that it was the cowherd boy who had come to him in the dream, and it was none other than the object of his constant meditation and glorification, Shri Krishna. Мадхавендра Пури проснулся и осознал, что к нему во сне явился никто иной, как его объект постоянной медитации и поклонения, Господь Шри Кришна. But instead of feeling ecstatic, he felt very bad. Но вместо того, чтобы погрузиться в экстатические чувства, он почувствовал себя неловко. Because after so many years of hearing and chanting and serving and going on parikama, when his sister Deva finally appeared before him, he didn't recognize him. Потому что после многих лет духовной практики, воспевания, парикрам и аскез, когда к нему наконец явился его почитаемый Иштадев, он так и не узнал его. You can imagine, 90 years, Hare Krishna, and Krishna appears before you. Excuse me, who are you? Представьте, вы сидите 9 лет, повторяете Харе Кришна, и подходит к вам Кришна, и говорите: слушайте, а вы кто такой? Krishna said, hey Baba, you've been chanting my name and worshipping my form for 90 years? Oh yes! И Кришна говорит ему: эй, Баба, это же мои имена ты повторяешь здесь и обращаешься ко мне, так что я пришел. И Мадхавендра Пури подумал бы: вот я такой-сякой, так и не узнал его. Like if Bharahari goes back to Alashu and his wife comes up and he says, who are you? Представьте себе, возвращается Бадахари Прабху домой в Алачу, а жена ему Probably говорит: the opposite way. He'll be so tired, she'll say, yeah, you resemble somebody I used to know. извините, а вы кто такой? И, конечно же, он немножко изменился в силу своей усталости, немножко напоминает одного другого преданного. I think if you put it more forward, we won't get that feedback. Вперед колонку давайте понесем. Yeah. Дима, вы могли бы принести мне куртку черную из комнаты? Мне там лекарства. So he fell on the ground, he started crying. Madhavendra Puri fell on the ground, he started crying. И Мадхавендра Пури от этих расстроенных чувств упал на землю и заплакал. But after a few moments, he rejoiced upon finally having that darshan that he had so desired. It's called lolium. It's like greed, but greed in the spiritual way. The fruit of all his endeavors had come. Но спустя несколько мгновений он возликовал от понимания того, что получил даршан божества, получил плод всех своих усилий в духовной практике. So nearby is a village. Чувство ликования. Nearby is a village called Aniyor. We passed through that village on the way to Govindakund. Неподалеку от места описываемых событий находится деревня Аниор. Мы проходили там недавно. So he went there and he started gathering all the villagers, saying, you know, Govardhandari is in the bushes, and you have to come help me, you know, with your machetes and your shovels, get him out. И он пришел к деревенским жителям и сказал: слушайте, помогите мне, пожалуйста, там вот находится божество Гопала, которое необходимо вызволить из зарослей. You'll see he's a big deity today. He's a big deity.
Сегодня вы увидите Гопала, он довольно большого размера. They took him out, all the big Brajabasis, those got the big mustaches, the strong ones. 10 or 20, they managed to carry the deity to the top of Govardhan Hill. И несколько самых мощных Праджабаси с такими роскошными усами, которых вы можете видеть, там собрались вместе, подняли это божество и вознесли его на вершину холма Говардхан. And they made an asana out of a flat stone from Govardhan Hill, and they put another flat stone behind it, and that was the original altar. And they put the Lord there. И устроили первый алтарь этого божества, который состоял из одного большого плоского камня как основание и другого плоского камня как опоры для спины божества. So then Madhavendra Puri, to set an example for all Gaudiya Vaishnavas in the future, he installed Gopal. Таким образом, впоследствии Мадхавендра Пури преподал урок всем Гаудия Вайшнавам, проведя церемонию установления этого божества. They began by bathing him with 900 buckets of water from Govindakund. Для начала его омыли 900 ведрами воды из Говиндакунды. Madhavendra Puri personally massaged the Lord with sandalwood oil. Собственноручно Мадхавендра Пури нанес на тело божества сандаловое масло. Then they bathed him in milk, Затем его омыли молоком, йогуртом, ghee, sugar and honey. Сахаром и медом. Then more water. Затем снова водой. Then they dried the Lord, and then Madhavendra Puri dressed Gopal in fine garments and jewelry. Затем божество осушили, Мадхавендра Пури одел его в прекрасные одежды и украсил драгоценностями. And then beautiful garlands made from the flowers around Govardhan Hill. И преподнес ему прекрасные гирлянды из цветов, собранных вокруг холма Говардхана. And then the cooking began. И тогда они начали готовить. It's described in their enthusiasm, all the village brought their entire stock of foodstuffs to offer to the deity. Говорится, что в энтузиазме своем жители вынесли все имеющиеся у них запасы продовольствия и принесли божеству. Prabhupada said one time, Krishna doesn't see how much you're giving, he sees how much you're holding back. По словам Прабхупады, Кришна обращает внимание не на то, сколько вы даете ему, а сколько вы придерживаете для себя. And this is why the Brajavasis are so dear to Krishna. They don't hold anything back. They just give everything to Krishna, knowing Yogikshema Bahamyam. He'll protect them and provide whatever they need. This is a qualification for living in Vrindavan. You're willing to give everything, including your heart. Из любви к Кришне эти деревенские жители принесли ему все, что имели, поскольку они знали, что Йога Кшема Вахамьям. Господь даст им все необходимое, сохранив все, что у них есть. Именно так в этом настроении мы должны поклоняться Господу, отдавая Ему все, что имеем. I was looking for a verse, scouring through the Bhagavatam and the Padma Purana and the Chaitanya, to find a verse that says that. И я повсюду искал подобный стих в Падма-Пуране, в Бхагаватам, и в конце концов нашел его. And I found it in CC. Я нашел его в Чайтанья-Чаритамрите. Kaviraj Goswami says, quote, "No one is more fortunate than the residents of Vrindavan." Цитата. Кавирадж Госвами говорит: нет никого более удачливого, чем обитатели Вриндавана. Because they have given everything for the pleasure of Krishna. Потому что все имеющееся у них они отдали для удовольствия Кришны. They hold back nothing. Они ничего не переберегли для себя. Therefore, they are so intimately dear to the Lord. Поэтому они так сокровенно близки к Господу. So much food stuff was coming from all the residents around Govardhan Hill. Столько продовольствия поступило из округи холма Говардхана. There were 10 brahmanas cooking the grains. 10 брахманов готовили зерновые. 5 brahmanas cooking sabjis. 5 брахманов готовили сабджи. 7 brahmans making chapatis. 7 готовили чапати. And there was mountains and mountains of sabjis, sweets and grains. И там были горы и горы сабджи, сладостей и зерновых. And when all the residents of Braja saw this, they were thinking this was a reenactment of the wonderful pastimes of the Anakut ceremony that was offered to Lord Krishna 5,000 years ago. И увидев это, Бриджабаси подумали, что это повторение знаменитых игр Анакута, церемоний, которые 5000 лет назад произошли с участием Господа Кришны. So then Madhavendra Puri sat down and he personally offered this massive foodstuffs. Personally, he just sat down in the dust and did his Gayatri.
and offered to his Gopala. И Мадхавендра Пури лично, собственноручно совершил подношение божеству всех этих замечательных блюд, сев, повторяя гайатри и мысленно предлагая божеству отведать все это. Then he made a bed and he had Gopal lie down on the bed. Then he personally fed all the devotees, and afterwards he took a small quantity of prasadam himself. Затем он устроил постель для божества, уложил его туда на отдых, и спустя некоторое время, когда все вкусили, он сам тоже угостился этим Now the news spread in all the villages in Brajmandala, which means 10, 20, 30, 40 kilometers. They heard about this festival. И по всей округе Враджамандалы разнеслись слухи о происходящих событиях. So they came to Mадхавендra Puri. We want to give all the stock of our foodstuffs to Gopal as well. И они пришли к нему, жители округи, и сказали: мы тоже хотим все имеющиеся продукты преподнести твоему божеству. Which they did. Так они и поступили. So it took weeks, it took many months for everyone to participate in this program. So there was a festival every day. Так что этот фестиваль длился недели и месяцы, и в нем принимали участие все присутствующие, и фестиваль был практически каждый день. And then other provinces, Rajasthan, Gujarat, they also heard about it. They also started, with their oxen, bringing in just tons and tons of everything they had, and they gave it to Gopal. This is deity worship. И в конце концов жители близлежащих штатов Гуджарата и Раджастана тоже пошли в этом направлении со всеми своими продуктами, олицетворяя тем самым пик поклонения божеству. The chief of the village, he would come, and all the villagers would be behind him with their ox carts full of foodstuffs, and the head of the villagers would say, "Let us surrender everything of our village for the pleasure of Gopal." И староста очередной деревни, возглавляя процессию из бычьих повозок, нагруженных продовольствием, подходил и говорил: а теперь вот от нашей деревни мы преподносим все эти продукты Гопалу. Last year we were in Gujarat. We were visiting one ISKCON temple, I remember, and one well-to-do man came in, and he kind of made a show. He took out his wallet like that, and he wasn't looking at the deed, and he was like fiddling through the cash there, like that. So how much? So I just took the whole wallet and threw it into the. He went, "What?" I said, "Bubba, that's deity worship." So he didn't dare put his hand back in. I said, "It's okay, it's okay." Krishna, very appreciative. В прошлом году I was trying to give an instruction, I don't know. It must have been like 10,000 rupees or something. В Гуджарате подошел к шкатулке для пожертвований один мужчина среднего возраста и, вынув тугой бумажник, начал пересчитывать купюры для того, чтобы понять, сколько он может пожертвовать, и оглядываясь по сторонам в поисках божества, которому можно это поднести. Я подошел к нему, взял просто пачку купюр, все, и бросил ее в шкатулку. Он ошарашенно на меня посмотрел, и сказал: «Баба, это и есть поклонение божествам, надо отдать все». Я не знаю, принял ли он это как наставление или нет. So it's described that the villagers were looking at Gopal with great love and appreciation. And they're also looking at Madhavendra Puri with great love and appreciation. Again, this principle of love. Because they realized it was by the mercy of Madhavendra Puri that Gopal had come into their lives. Just like we offer equal worship to Krishna and to Srila Prabhupada, because without Prabhupada's grace, none of us would be sitting here today. И пришедшие с большой любовью взирали как на Гопала, так и на Мадхавендру Пури, потому что понимали, что по милости Мадхавендры Пури они получили божество Гопала, но по милости Гопала они могут ему теперь поклоняться. Точно так же мы должны помнить о том, что мы должны постоянно поклоняться и благодарить Шрилу Прабхупаду, поскольку никто из нас не находился бы здесь без его милости. And I was thinking that it was because of Advaita Acharya's special cries to Lord Chaitanya. That's why Lord Chaitanya came into this world. И нужно помнить при этом, что именно благодаря плачу Адвайта Ачарьи, который взывал Господу, моля его явиться в этот мир, тот все-таки откликнулся и пришел. And it was because of the devotee Prahlad, because of his prayers, that Nrsimhadev appeared. В конце концов, благодаря молитвам мальчика Прохлада явился Нрисимхадев. And it was because of the prayers of the deity that Vamanadev appeared.
И благодаря молитвам Адити явился Ваманадев. All these great avatars appear because of the love for their devotees. Все эти великие аватары явились благодаря любви их преданных. Similarly, Krishna has come into our lives because of the mercy of Srila Prabhupada. По тому же образом Господь Кришна пришел в наши жизни по милости Шрилы Прабхупады. So we'll see this deity today and just remember that he's present on this earth. You've rediscovered because of the mercy of the love of his devotees. Мы увидим сегодня это прекрасное божество, и мы должны при этом помнить, что только по милости его возвышенного преда Мадхавендра Пури мы можем получить его даршан. So all the brahmanas who were present on that occasion were initiated by Madhavendra Puri. He engaged them in a very strict standard of worship for Gopala. Всех брахманов, присутствующих на этой церемонии, Мадхавендра Пури посвятил в поклонение божеству, дав им стандарты очень изощренного и возвышенного поклонения. Every day villagers are coming with more foodstuffs and more paraphernalia for the artists. And like Vrindavan was just like it was when Krishna was here 5,000 years ago. Every day was a festival because everything was centered around Krishna, under the direction of his pure devotee. Люди с продуктами продолжали стекаться в это место со всех сторон. Постоянно каждый день были фестивали, праздники, и каждый день продолжалось поклонение. В таком настроении развивались события. And I was thinking how International Society for Krishna Consciousness, it's also like a festival every day in our lives. Those of you who are on my festival tours, we're doing it in Poland, we're doing it in Brazil, we're doing it in India. It's like every day is a festival under the direction of Krishna's pure devotee, Srila Prabhupada. So we also live in the spiritual world. Я думаю, что мы тоже с вами, участники Международного общества знания Кришны, находимся как бы в духовном мире, поскольку каждый день у нас праздник, каждый день мы проводим фестивали в Польше, в Бразилии, в Индии, в других частях света, и все это происходит по милости чистого преданного Господа Шрилы Прабхупады. So this festival, the installation of the Gopala deity, Srinathji, went on for 2 years. В течение 2 лет продолжался этот непрерывный фестиваль торжеств по празднованию установления этого божества Гопала. Installation went on for 2 years. Само установление длилось 2 года. Singing, dancing, discourse. You can imagine how much prasadam there was to eat. Они пели, танцевали, кушали, и представьте себе, сколько было просада там, все это надо было съесть. And then, at the very end of the 2nd year, one afternoon, Madhavendra Puri laid down, and Gopal appeared to him again in a dream and gave him a very special instruction. И затем к концу этого 2-летнего срока, однажды после полудня Мадхавендра Пури прилег отдохнуть, и снова во сне ему явился Гопал, который дал ему еще новые наставления. That evolved into another very special, very sweet pastime. И это естественным образом переводит нас в описание новой, очень возвышенной и сладкой игры Господа. Which we will share with you this afternoon at the 2nd lecture. Описание, которое мы посвятим 2-ю лекцию сегодня вечером. After hearing all these transcendental glories about Srinathji, Gopal, and his pure devotee Madhavendra Puri, let's just get up and run to his temple for the darshan. А сейчас давайте поднимемся и со всех ног помчимся на даршан этого божества, которое мы так долго и подробно описывали. Chanting and dancing and eating our breakfast all the way. Мы будем петь, танцевать и жевать свой завтрак на ходу. Okay, it's 10 minutes to 10. I'll meet you at 10:15 outside in the road, and we'll walk and have kirtan to see this very special deity. Сейчас без 10:10, 10:15 давайте соберемся у здания и начнем наше шествие, чтобы увидеть это прекрасное божество Мадхавендра Пури. Madhavendra Puri ki, Shri Gopal Srinathji ki, Shri Vrindavan ki, Srinath Dwar ki, Shri Prabhupada ki.